Итак, ребят, я вас всех приветствую, кто присоединяется, те, кто в эфире. Можете написать, что по качеству звука, не глушит ли вас. Те, кто об этом пишут в комментариях, о звуке, это бесполезно. И там уже на мое настроение. Захочу, заблокирую. Надеюсь на вашу осознанность. Итак, ребят, сегодня расклад такого типа, да? Собственно говоря, вы уже прочитали тему его. Суть знаете в чем? Суть в том, что люди пытаются замаскировать программы уже под такую добродетель, знаете, чтобы вы спутали истины и не могли различить, где истина, а где ложь. Вот если у кого-то были моменты насчет того, что описано у меня в названии ролика, кто видел «Радужный мост», эльфов, и потом происходило нечто такое, что явно не вяжется с этими вещами, вот знаете, что это были программы. Давайте посмотрим, кто что направлял, с какой целью. Предзнаменование зла однозначно. Короче, те, кто разбираются в этом всем, вы явно увидите различия именно на ментальном плане. Вы знаете, здесь человек принял для себя какое-то важное решение. У него амбиции там мудрые, как он считает, и мудрости, духовной силы много. Но все это он делал из-за того, что он в курсе о том, что вот и вороны Одина, да, оповестили товарища, что идет предзнаменование зла человечку. Принял важное решение относительно своих предков духов рода. Возможно, рода живого. Ой-ой-ой, как не хотят, чтобы их смотрели. Защитки, наверное, пытались поставить себе. Защитки ставили. Да. Здесь попытка обновить свой род. Ну-ка, подождите. Посмотрим. Силы нет. Силушка богатырская, родовая, ушла в затмение. Помрачение рассудка. Из-за этого скука, печаль, грусть, тоска съедает человечка. Под масками хочет, понимаете, как возродиться, видимо, за счет кого-то. Освобожден человек от стабильности, недвижимость, работа, семья, то, что было стабильным. Понимаете, все развалилось. А хочется удачных, выгодных сделок. А сам все развалил, либо развалила. Вот персонаж какой у нас интересный. А ну-ка, какое ты там важное решение приняло? Мужчина или женщина? Женщина, ребят, женщина здесь женщина выпадает. Ежедневное беспокойство у женщины насчет ее магии, насчет того, что, наверное, обряды не получаются. Да, мощь духа, власть, сила рода пошла в кармические отработки. Да, в порочный круг бедствий. Так, приняла она решение. Это показали из-за чего? Какое решение ты приняла? Сущностей в ваше пространство, на ваш урожай накинуть надо. Чтобы вы, понимаете, считали себя лишним и не пошли в духовное развитие. Да, говорю я, и замок. Приняла важное решение, оно называется. Давайте посмотрим, кто она, что она вам. Кто она вообще вам?
Так, кто циклично на вас работы делает. Вы можете не общаться с человеком. Может быть, между вами расстояние, либо думали о встрече. Человек меченый, человек в одиночестве находится не просто так. Не дают, значит, второй половины, счастья, любви, семьи. Чего-то не дают. Откровение это получил человечек, что теперь в порабощениях и в зависимости, в цепях будет находиться. Ребятушки, а вы могли либо ездить вместе куда-то, либо что? Здесь человек вас в лабиринт кидал и постоянно шарашил магией. Здесь у вас как власть, понимаете, борьба за власть. Ну, она борется за то, чтобы вашу власть забрать. Мороков у вас нет относительно этого персонажа. Чистки вы сделали, кто-то в творчество ринулся. Здесь высший абсолют смотрит за этим. Наверное, у кого забрать, а кому дать. Интриги человечина за вашей спиной плела. Так, а о чем интриги? Да манипулируют людьми, манипулируют страхами людей, понимаете? Мол, я сильная, мол, у меня семья прилежная, друзья искренние, годами проверенные, да у меня стабильность, плодородие, удача. На самом деле зависть, которая изнутри выедает просто. Возможно, по отношению к тому, насколько вы оказались хладнокровны и дали люлей человеку. Возможно, насчет того, что у вас есть вторая половина, мужчина, да, и ей хотелось бы вот все точно как у вас, только лучше. Она же лучшая. Да. Вы получили подарок от высших сил, скорее всего. Кто-то родил мальчика. У кого-то защитники, у кого-то мужчина, у кого-то просто покровитель, друг, понимаете, соратник, мужчина. Этот человечина хотела, чтобы вы расстались из-за собственного эгоизма. Человек действует. Вам интуиция здесь помогла. Ваша реализованность. Возможно, вы с кем-то и поругались под влиянием вот этих программ, да, фантомных на вашем ментале через 15-й. Но знаете, что я вам хочу сказать? Все равно вы показали себя как того, кто стремится достичь своей цели. Хотелось, чтобы ваша дружба, ваш союз, понимаете, ваша связь разорвались. Опять же таки, возможно, это помощники ваши. Ребят, в чат черкните, пожалуйста, что по качеству звука. Да, здесь обнуление, чтобы единомышленников с вами не было, потому что, понимаете, наблюдает и завидует, ждет, когда же у вас неожиданное плохое событие произойдет. Не знаете, что я вам хочу сказать? Эти события только вас прокачивают. Для вас вот многое тайное стало явным, и вы сами пошли преобразовывать свою судьбу. И ждать исполнения своих желаний. Даже, ну, кто-то потрудился и, пожалуйста, ожидаете, да, чего-то определенного. Могла через хозяина кладбища работать. На расстоянии вы с этим человеком, человек водной стихии, либо же у человека большущая проблема с эмоционалочкой, никому не нужная, понимаете? Сердечная чакра в хламину просто разнесена.
И здесь, ребят, работы погостные, если, то закрыты. Да, ведьма. Ведьма, говорит я, а на самом деле, понимаете, жаба. И вы прекрасно знаете о том, что эта жаба в потерях и в бесплодных попытках вообще что-либо сделать. Не только по отношению к вам, но и для себя там что-то намагичить, нафигичить, понимаете? Так, возвращаемся. То есть здесь разобрались, в принципе, уже. Вот так вот. Да, ей получается, здесь надо влезть, понимаете? Надо влезть в ваши отношения с кем-то. То, что я уже озвучила, да? С родовыми силами, с партнером, с детьми, с друзьями. Чтоб вам было дерьмово, ей в это время очень хорошо, она цепляется, как пиявка, на ваш финансовый канал, и ей просто так, знаете, как из рога изобилия фортуна выхлестывает. И плюс еще очень большие надежды на то, чтобы забрать ваши тайные знания. Но она не понимает, что испытания для этого надо пройти, чтобы обладать ими. Ты понимаешь, что испытания надо пройти? Но она не может делать правильный выбор. У нее, ну, здесь человек, знаете как, неважно сколько ей лет, она не повзрослела. Маленькая, недолюбленная папой, мамкой девочка, которая пытается это компенсировать с помощью эзотерики, магии, ритуалистики и выебчивости на публику. Да, обида, слезы, разочарование. Ой. Пьющая. Прорыва хотелось страшно. С вот этим набором человеку хочется прорыва. Очень интересно. Да, надо знать, как это, какими методами, путями, следуя за вами, понимаете? При этом рассказывая, что вы негодяй и нехороший человек, редиска, а она прям святая простота, искренность и Божий одуван, понимаете? За вами надо потопать и взять то, что есть у вас. Здесь зависть к тому, что есть у вас. Вот так вот. В глобальных изменениях, барышня, здесь все, что делается в интернете, только для зарабатывания бабла. У человека нет понимания того, что это для нее творчество. Нет, это просто заработок бабла. Ни больше, ни меньше. Все, закончилось то, что она там выстраивала, и пошло время, тяжелая ноша, страхи, и крысы ее окружили. Такие же крысы, какой она являла себя для вас. Еще и злые духи по ее душу пошли. Здесь, знаете, любительницы поработать с бесятиной и накинуть все это мороками. Стабильный, блядь, просто, ну, у них, давайте скажем так, схема. Просто схема стабильнейшая. И вот они решили уже подзаделаться под более высокие энергии. Да, ключи надо. Ключи надо к новым начинаниям, к выходу. Да соперница это ваша, соперница. Ей деньги подавай со всего мира, через интернет бабло, чтобы капало. Что у тебя там еще? Только мечтает о страсти, о хорошем сексе. Измены какие-то прикрыла. Здесь мужчина, видимо, очередной принц на белом коне оказался просто помойкой, в которую она втюрилась, влюбилась и потащила за ним, поволоклась, как собачонка. С разбитым сердечком, барышня. Ей говорят, научись управлять своей жизнью. А она все ждет каких-то писем. О том, что кому-то стало плохо, что она какую-то бойню выиграла. Понимаете? Ну, что-то такое что-то, блядь. Она не может управлять своей жизнью.
Общались вы, общались, ребята, общались даже на высокодуховные темы. Шли вы на компромиссы в свое время, но наткнулись, знаете, на что? На то, что это персонажиха, или их там несколько было, неважно. Люди помешаны на мамоне. Эгоизм, кайфажорство, все в свое рыло. И вы здесь трансформировали себя через взгляды, поведение, мышление, фразы этих людей. Вот этой вашей соперницы в данном раскладе. Вот так-то. Поэтому будьте бдительны. Выходите уже на достойные моменты на ментальном, астральном плане у себя, дабы вот такая шушера не могла подстроиться, понимаете, и влазить. Уже такими вещами оперировать те, кто действительно, работают с этими с Одином, там, да, с остальными вот этими всеми вещами в этом направлении. Да даже не важно в каком направлении, если честно. Не обязательно брать только, да, руническую, скандинавскую, там, эту всю вещь, мифологию и тому подобное, мироустройство. Любое, какое бы вы ни взяли, коль вы хорошо в этом всем поднатасканы, то вы же сразу видите различия. А различия там будут огромные. Подставная вот эта вот белиберда, либо же, действительно то, что надо. Вот так вот. Напишите потом в комментариях, как у вас это отыгрывается. Что вам там вообще подкидывать пытались. Осознанным добра и любви этого мира. Всем пока-пока.